Итак, здравствуйте, дорогие друзья. Я решил записать новый курс, и этот курс будет, с одной стороны, частью большого курса по визуальной диагностике и биомеханике осанки. Просто будет как дополнение. Но в то же время это будет такая отдельная часть, которую можно будет приобрести отдельно для тех, кто хочет исправить кривые ноги у себя и кто не хочет работать с другими. А для профессионалов это будет входить в большой курс, просто как дополнение сниму более подробно. Вот, итак, о чем мы будем говорить? О том, как исправить кривые ноги, то есть О-образные ноги и X-образные ноги. У них очень похожие механизмы, просто это две ситуации-антагонисты. Поэтому мы рассмотрим обе эти ситуации. Вот, рассмотрим подробно, ну и в том числе я расскажу, как это все исправлять самостоятельно. Да? Вот, конечно, самостоятельно это делать сложнее и труднее, но это вполне возможно. Вполне возможно. Значит, я по вопросам вижу, вот самые популярные это вот эти вопросы, вот эти ролики, связанные с кривыми ногами и как это исправить. И надо признать, что эта ситуация очень распространенная. Либо О-образные ноги, либо X-образные ноги. И чтобы исправить эту ситуацию, сначала надо понять причины. Вот большинство людей все время мне пишут: покажите конкретные упражнения, но вы поймите, что подобный подход не работает. Мне несложно показать, как сказать, чтобы отвязались, да, упражнения, но это не работает. Чтобы действительно это сработало, вы должны понять причины. Что порождает вот такую проблему? Когда это станет понятно, вы легко сможете это исправить. И по мере исправления вы будете видеть, то вы делаете или нет. Скажу сразу, что здесь нет одной причины, особенно вот в вальгусе, да. Поэтому не подойдет одно упражнение для всех. Вот это важно понимать. И поэтому, я вынужден записать вот этот ряд видеороликов, потому что именно это сработает, когда вы будете понимать причины. Если вы не понимаете причины, а просто тупо делаете упражнения, это не сработает. То есть это сработать может только наугад. Если вы угадали, да, сработало. Не угадали, нет, не срабатывает, и все. И вы думаете, что ерунда туда-сюда. Нет, не ерунда. Все можно исправить, но надо понимать причины. Итак, здесь есть, разделим как бы все причины на две такие большие части. Первые связаны с мышцами, вторые связаны с тазом. Ну и большинство из них это как раз-таки сочетание мышечных и тазовых причин. Потому что одно вытекает из другого. Поэтому как бы мы не можем их разделить. Вот. Вообще все вот эти ситуации с кривыми ногами связаны с открытым и закрытым тазом. Я немного рассказывал о том, что такое открытый таз, но и в видеокурсе, и в роликах на YouTube я рассказывал об этом в очень упрощенном виде. Я говорил только о крестце, о том, как ведет себя крестец. Но это не вся информация по поводу открытого-закрытого таза. Ее гораздо больше. Но почему я так делаю? Дело не в том, что мне жалко знаний, а в том, что информации настолько много, настолько она глубокая, что неподготовленные люди, даже подготовленные профессионалы не могут сразу понять. Даже профессионалы не сразу понимают мои логики и не сразу осваивают мой метод. Потому что информации много, она глубокая, ее надо усвоить. То есть недостаточно просто послушать. Поэтому я предпочитаю давать информацию таким образом, что от простого к сложному. Сначала я сознательно упрощаю какие-то варианты, потом даю более подробно. Как раз это помогает легче усваивать. Ну, так же, как в школе. Сначала 1 плюс 1, там, 2 минус 1, там, простые вещи, да. Потом сложнее, там, умножение, деление. И никто не дает в первом классе
там, вам решать интегралы или уравнения, да, потому что это слишком сложно сразу понять. Точно так же и я. То есть я вам дал объяснение открытого таза очень простое в связи с болью в пояснице, как это сказывается открытый таз на боль в пояснице. Но теперь мы должны поговорить не только об открытом тазе, но и о закрытом тазе. О том, что это такое. И ведь открытый и закрытый таз влияет не только на крестец, но и на тазовые кости. Они также меняют свое положение, и весь таз вообще меняет свою форму. Вот. И мы должны понять, как это происходит, почему, и как это повлияет на О-образные ноги и X-образные ноги. И давайте мы сначала начнем с того, что мы рассмотрим, как мышцы влияют на, на эти вещи, а потом мы это увяжем с тазом, потому что это будет проще. Да? Сначала поговорить о мышцах. Ну и давайте начнем с этого, с первого, с О-образных ног. Я коротко расскажу о том, какие мышцы создают эту проблему, и какие мышцы создают вот эту проблему. А потом, как таз и внутренние органы влияют на это. Итак, давайте посмотрим, какие же мышцы создают О-образные ноги или, попросту говоря, варус. Да? Мы будем говорить варус, потому что это проще, понятнее и так далее.